Глава 202. Но если озлобленные духи вырвутся на свободу, разразится третья волна поветрия ликов, Селянь воскликнул: нужно придумать, как их остановить. Муцин, которому от ветра растрепало волосы и одежду до такой степени, что было больно смотреть, прокричал с плеча статуи: «И как же ты их остановишь?» Статуя резко затормозила, подняв столб пыли. «Всем задержать дыхание», — велел Селянь. Следовавший за ними по пятам черный дым настиг статую в тот же миг. Каменный исполин нанес удар, и поднялся ветер, от которого могло бы вырвать с корнем столетние деревья. Часть дыма и пепла удалось рассеять этим ударом, часть унесло ветром, но все же Селянь в душе невольно посетовал: вот если бы у меня был меч. Хуачен словно разгадал его мысли: «ГГ, если тебе нужен меч, есть один способ». «Что за способ?» — обрадовался принц. «Зависит от того, согласятся ли на это твои божественные коллеги снизу. Если что-то придумал, говори прямо», — вмешался Фэн Синь. «Не надо путать его этим, может есть, а может нет». Селянь, впрочем, уже и сам догадался, о каком способе говорит Хуачен. «Имеешь в виду попросить генерала Пэя и остальных обернуться магическим клинком, верно?» — ответил Хуачен. «Магические силы небесных чиновников на территории горы Тунлу ограничены, но с нами несколько богов войны, и если они вчетвером обернутся магическим клинком и нанесут удар все вместе, думаю, мощь будет достаточно сильной». Пэймин отозвался первым: «Мне эта затея кажется выполнимой». Муцин, однако, все еще сомневался, уверенный, что сработает. «Сколько тут богов войны?» Трое: Пэйсу и Иньюй лишены магических сил, повелитель дождя не бог войны, а остались только Пэймин, Фэн Синь и Муцин. «Нет», — заметил Пэймин. «Четверо. Цин тоже с нами». А Иньюй, секунду поколебавшись, перехватил гудзы одной рукой, а другой вынул из-за пазухи неваляшку. Однако не успел он снять печать, как игрушка начала бешено раскачиваться и громко визжать. У остальных от этого крика уши пронзило болью, все как один обхватили голову руками, а Иньюй второпях наложил на неваляшку еще одну печать и вынул другую, при этом стирая пот со лба. «Простите, перепутал». То был лазурный демон, Цижун. «Вот этот нужный». Он подбросил второго неваляшку в воздух, с хлопком расплылось облако красного дыма, и вниз полетел уже юноша, фигура которого появилась из этого облака. Исполинская статуя протянула руку, и юноша, перевернувшись в падении, опустился ровно на ее каменную ладонь. Почесав кудрявые волосы, слипшиеся от крови, он поднял голову и растерянно застыл, увидев всю необычайную компанию. Иньюй уже спрятался за чьей-то спиной, но Цуань Ичжэнь все равно его заметил, подпрыгивая с громким «Шисюн». Цуань Ичжэнь тут же принялся прыжками взбираться наверх по статуе, а у Иньюя от одного его вида разболелась голова. Наверное, он готов был 3 дня и 3 ночи слушать крики Цижуна, чем лишний раз перекинуться словечком с Цуань Ичжэнем. К счастью, Пэймин перехватил последнего на полпути и повел с собой. «Пойдем, пойдем, за работу, Цин. Когда закончим, сможешь предаться воспоминаниям со старым другом». Цуань Ичжэнь ничего не понял и, к тому же, был не прочь свести с Пэймином кое-какие счеты, поэтому уже собирался ввязаться в драку, однако заметил наверху Селяня, который, сложив руки в молитвенном жесте, искренне поблагодарил: «Спасибо за помощь, Цин». Пускай Цуань Ичжэнь совершенно не понимал, что тут происходит, все-таки, почесав голову, согласился принять участие. И если бы Муцина одного попросили стать мечом для другого бога войны, не обошлось бы без возражений, однако, раз их набралось целых 4, он не мог вдруг махнуть рукой и отказаться, так что просто промолчал. Так 4: Пэймин, Фэн Синь, Цуань Ичжэнь и Муцин выстроились друг за другом в ряд на ладони каменной статуи божества. Хуачен, опираясь локтями об украшение в волосах изваяния, посмотрел вниз и спросил: «Вам не кажется, что последним двоим лучше поменяться местами, и если рассуждать разумно, то они должны были выстроиться так: Пэймин, Фэн Синь, Муцин, а последним Цуань Ичжэнь?» По магической силе Цуань Ичжэнь был самым нестабильным, и если окажется в центре клинка, при особенно мощном ударе такой меч может сломаться.
Но Селянь, стерев пот со лба, ответил: «Нет, не лучше. Фэн Синя и Му Цина нельзя ставить рядом ни в коем случае, иначе в процессе битвы они могут сами начать биться, поэтому их непременно должен кто-то разделять». Хуачен приподнял бровь, всем своим видом как бы говоря, наилучшим исходом будет, если эти двое поубивают друг друга. А тем временем внизу 4 богов войны окружили себя духовным сиянием, которое становилось все сильнее, распространялось все дальше, объединялось с другими, пока, наконец, не приняло форму духовного меча, и едва это случилось, огромная статуя подбросила клинок, протянула руку и схватила его за рукоять. Ощутив в руке оружие, Селянь будто бы обзавелся крыльями. Его мощь многократно возросла, и принц нанес сокрушительный удар. Едва духовный меч касался озлобленных духов с черными хвостами, как они тотчас, издав пронзительный крик, исчезали. Клинок в руках Селяня, сокрушая противника направо и налево, кружился так быстро, что казался распустившимся цветком, был подобен ураганному ветру, разгоняющему тучи. Там, где он пролетал, словно разрывались бесчисленные фейерверки, зрелище поистине услаждало глаз. Демоны, наблюдавшие за действом на земле, раскрыли рты от удивления и разбегались в стороны только тогда, когда каменный исполин едва не наступал на них своим тяжеловесным сапогом. Однако в самый разгар битвы изваяние вдруг неловко покачнулось, готовое упасть. Селянь поскорее уперся мечом в землю, с трудом удержав статую на ногах. «Ваше Высочество, в чем дело?» — воскликнули все 4 богов войны, обернувшиеся мечом. «Продолжайте биться». Они снова собираются. Селянь, управлявший статуей так долго, ощутил легкую усталость. С него градом катился пот, в душе нарастало напряжение, однако он ответил: «Ничего, все в порядке. Просто магические силы опять подошли к концу». Принц резко обернулся. Хуачен стоял совсем близко, сразу за ним, как будто уже готовый протянуть к нему руки. Поэтому Селянь решил, была не была. Он бросился к Хуачену, ладонями обхватил его лицо, чуть приподнялся на носочках, закрыл глаза и прижался губами к его губам. «Пэймин, хо-хо». Просто схватить Хуачена за лицо оказалось недостаточно. Селянь решил, раз уж все зашло так далеко, почему бы не позаимствовать побольше. И крепко обнял Хуачена руками за шею, целуя еще глубже. Секундная усталость мигом прошла, тело наполнилось духовными силами. Но от меча в руке статуи послышались разнообразные вопли. «Да что же это делается?» — потрясенно вскричал Фэн Синь. «Что вы творите?» «Ваше Высочество!» Селянь, по неосторожности подавившись, наконец отстранился от Хуачена и, не решаясь смотреть вниз, крикнул куда-то в небо: «Я заимствую магические силы. Просто заимствую магические силы». Ничего неподобающего, Му Цин тоже поразился, но ведь для этого совершенно не обязательно делать ничего подобного. Достаточно было коснуться ладонями, как для принесения клятвы. Селянь, сам не понимая, что говорит, нес полнейшую чепуху: «Ха-ха-ха-ха. Вы меня раскусили. На самом деле это не передача магических сил». Ха-ха-ха-ха. Видя его состояние, Хуачен, тоже посмеявшись, взял лицо Селяня в свои ладони, наклонился, поцеловал принца в лоб и с нежностью произнес: «Не волнуйся так, ГГ». Весьма странно, но в следующий миг Селянь сразу же пришел в себя. Притворяясь, что не слышит голосов Фэн Синя и Му Цина, он сделался серьезным и вновь сложил ручную печать. Каменное изваяние немедля вскинуло меч и принялось рубить с удвоенной силой, будто ее тело переполняла бесконечная мощь. Цуань Ичжэнь восхитился. Так значит, он и правда заимствовал магические силы. Неожиданно стал сильнее. Му Цин, не выдержав, бросил: «Просто чушь собачья, чтобы ты понимал», но потом, должно быть, вспомнил, что не стоит посвящать в такие подробности Цуань Ичжэня, этого большого ребенка, и решил исправиться. Да, именно, он заимствовал магические силы. Пэймин, посмеиваясь, поддержал: «Все верно, но только не вздумай таким же образом заимствовать магические силы у кого попало». «Понял, Цин, Фэн Синь, о чем вы вообще говорите? Вы что, правда в это поверили?» Несмотря на возросшую мощь каменного исполина,
озлобленные духи закрыли собой все небо, и не существовало такой сети, которая могла бы изловить их всех до одного. Разглядев серьезного противника в лице статуи, духи разлетелись прочь, подобно огромным головастикам с человеческими лицами, за которыми по воздуху тянулись длинные хвосты. Селянь скомандовал «в погоню», статуя не успела сделать и пары шагов, когда случилось непредвиденное, она вдруг завалилась на бок, но ведь только что принц запасся достаточным количеством магических сил и находился в отличной форме, никаких причин для подобного происшествия не существовало. Когда изваяние накренилось, Селянь посмотрел вниз и, наконец, заметил, что в каменной ноге зияет дыра, из которой сыплются крупные куски скалы. А следом со статуи легко слетела белая фигура, которая приземлилась и тут же исчезла бесследно, так что ни боги, ни демоны ее не заметили. Это был безликий Бай. Он голыми руками повредил статуе ногу, исполин с грохотом рухнул. К счастью, всех, кто находился в тот момент на статуе, нельзя было назвать простыми людьми, реакция у них оказалась молниеносной, и божества заблаговременно спрыгнули с падающего изваяния и благополучно оказались на земле. Селянь и Хуачен вернулись на грудь статуи, и принц попытался вновь отдать ей приказ подняться, что оказалось крайне сложной задачей. Огромный каменный бок лежал, словно поверженный, и медленно пытался хотя бы перевернуться. Му Цин, все еще внутри духовного меча, спросил, ну как? Он еще сможет встать, опять закончились магические силы. Вмешался Цуань и Чжэнь. Не позаимствовать ли еще немного? Нет, ответил ему Пэймин. На этот раз дело не в магических силах. И вообще, Цин, не стоит больше вспоминать о том случае, забудь навсегда. Селянь заключил, боюсь, повреждение слишком серьезное. Статуе тяжело подняться снова. Камень не чувствовал боль, но если заставить статую продолжить сражение, возможно, поврежденная нога просто отвалится целиком. И дело не только в том, что тогда ее мощь значительно снизится. Ведь это произведение, к созданию которого Хуачен приложил наибольшие старания и которое более всего понравилось Селяню. Если оно окажется изуродованным, это принесет принцу настоящую сердечную боль. Тем временем озлобленные духи, поняв, что враг повержен, возрадовались и бешено закружились над ними, а затем полетели в стороны. Неужели небожителям оставалось только смотреть, как эти твари вырвутся на свободу? Взглянув на Хуачена, Селянь понял, что тот явно разгневан на безликого Бая. Спустя какое-то время Хуачен позвал «ГГ», но неожиданно сгустившиеся черные тучи пронзило ослепительным лучом белого света, будто над облачным слоем загорелось что-то очень яркое. Затем сверкнул второй луч, третий, четвертый, бесчисленные белые лучи пронзали тучи, пронзали озлобленных духов, и это духовное сияние, сильное настолько, что почти слепило глаза, было знакомо всем присутствующим божествам. Оно практически постоянно наполняло собой и озаряло всю столицу бессмертных. Цзюнь спустился с небес,